Привет, друзья! Вы попали в живой уголок. Я Арсений Троицкий и сегодняшний герой Борис Гребенщиков. Известная американская эпопея с фирмой Sony Music, которая закончилась, достаточно бесславно. То есть он выпустил один альбом с большим количеством рекламы, с Дэйвом Стюартом продюсером. Но альбом этот не пошел. Как мне кажется, изначально была выбрана просто неправильная, если не тактика, то, по крайней мере, стратегия. Боря хотел быть похожим на каких-то своих любимых артистов. Я просто помню, мне Стюарт рассказывал, когда они записывались, то Боря ему сказал: «Я хочу, чтобы мой голос звучал как у Игги Попа». На что Стюарт, сказал: но ты же не Игги Поп. В общем, было определенное взаимонепонимание. Во время вот этой промо-кампании этого альбома Боря тоже вел себя, как ему казалось, очень умно и провокативно, а на самом деле это производило не самое лучшее впечатление. То есть, скажем, он там в интервью какому-то там то ли Дэвиду Леттерману, в общем, какому-то знаменитому телеведущему в каком-то популярнейшем шоу стал их там хаять американскую музыку, говорить, что все, американская музыка уже прокисла, там типа кому это нужно и так далее. Вот мы сейчас ребята из СССР, и я конкретно, естественно, вам покажем, что такое настоящий рок и так далее. В общем, впечатление на американцев это произвело не самое благоприятное, скажем так. А со вторым альбомом ничего, к сожалению, у Бори не получилось. Он долгое время жил еще в Лондоне, потом вернулся. И фактически начал карьеру с нуля. У него уже был другой состав, классический состав с Севой Гакелем на виолончели, Мишей Фанштейном на басу и Дюшей Романовым на флейте. Эта вся история развалилась. И опять же, не сказать, что безупречным образом, потому что, конечно же, можно сказать, что Боря так слегка кинул своих товарищей по группе, устремившись, в эту сольную карьеру. Но тут его осуждать невозможно, это уже вина Sony Music. Естественно, он не мог устоять перед соблазном сделать большую глобальную карьеру там с лучшими музыкантами, продюсерами и так далее. У него там на подпевках были Криси Хайнд и Энни Леннокс. То есть там все было круто, на самом деле. Записал он, вернувшись из Лондона, один из своих лучших альбомов. Это русский альбом. Альбом во многом вдохновленный или навеянный творчеством Саши Башлачева. А потом, собственно, у него началась такая достаточно рутинная жизнь с разными составами «Аквариума». Он записал огромное количество альбомов, периодически я попадал на его концерты, мы встречались, общались. Былой какой-то близости, моей вовлеченности в Борины дела, в дела «Аквариума» уже не было. У меня уже были другие фавориты, а у Бори уже были другие весьма многочисленные, зачастую влиятельные поклонники, вплоть до Владислава Суркова. Как и в случае с Макаревичем, тут очень многое изменилось в 2014 году. Если у Макаревича началась травля в связи с его осуждением путинской политики и интервенции в Украину, и из-за этого, в общем-то, мы с ним стали гораздо больше общаться, то Боря записал просто, я считаю, потрясающий, совершенно лучший свой альбом. Это альбом «Соль» 2014 года, который привел меня в абсолютный восторг. И после этого вообще он стал очень много работать с разной музыкой. Скажем, на этом альбоме «Соль» там, по-моему, и Роберт Уайт там поет, и Иан Эндерсон на флейте играет, и продюсер там очень мощный американский продюсер Митчелл Фрум. И дальше у него тоже пошли интересные альбомы с шикарными песнями. Там «Пришел пить воду», там
праздник урожая во Дворце труда. Это все с альбома «Соль», но и на следующих альбомах тоже были замечательные совершенно песни. В общем, я как бы заново увлекся творчеством Бориным, стал его после довольно длительного перерыва слушать. И надо сказать, что очень многие песни мне страшно нравились. Творчество Бориса Гребенщикова, конечно, есть одна такая черта, которая меня не вполне устраивает. Он очень много пишет песен. Он их пишет очень много, из-за этого очень многие песни получаются очень одинаковыми. То есть, в принципе, можно сказать, что весь песенный набор Бори Гребенщикова – это примерно 10 таких вот паттернов, 10, как это сказать по-русски, это 10 образцов. И на каждый из этих 10 образцов существует 5, 8, 10, 15 вариаций. Там, условно говоря, песни в стиле регги, песни в стиле Боба Дилана и так далее. И это немного скучновато. Но вот начиная с середины десятых годов Боря начал как-то разнообразить эти свои приемы, стал играть, записываться с очень интересными музыкантами, от азиатских там до кубинских. И, в общем, это, конечно, очень здорово. И это он большой молодчина, настоящий музыкальный авантюрист. У меня такое ощущение, что просто вот в связи с тем, что у него возникли проблемы со здоровьем, а у него там очень сложно все и со зрением, и с сердцем, и так далее, и операции там всякие были. И вот у меня сложилось такое впечатление, что Боря, сознавая то, что в любой момент его здоровье может ему подкинуть какой-то неприятный сюрприз, он решил просто вот успеть сделать все, успеть со всеми переиграть, успеть повсюду побывать. И это, конечно, внушает огромное уважение к этому замечательному парню. Наверное, более или менее все. Если у вас будут какие-то вопросы, в том числе и по Борису Гребенщикову, а главное, моему отношению к этому, потому что я не претендую на объективность ни в коем случае, в общем-то, вываливаю на вас такую одну сплошную эмоциональную импровизацию. Так вот, если будут у вас какие-то вопросы, тем более споры, критика, то когда у нас начнется уже настоящий живой уголок в живом эфире, то вы эти вопросы, пожалуйста, задавайте. Ну и последнее, что я хотел бы сказать, наверное, то, что у Бори прекрасная жена Ирина, с которой они живут уже давным-давно, и живут в городе Лондоне. Раньше жили, по-моему, в Челси, теперь живут в районе Эрлскорт. Это все очень мило. Это такой среднезападный Лондон, ну, так, под Ноттинг-Хиллом. Хорошие места. У него есть дочь Алиса, которая актриса. Про Алису ничего не знаю абсолютно. Есть также сын Глеб, который перкуссионист, а также диджей, и входит в состав БГ-бенда, то есть вот входит в состав новый, наверное, и аквариума тоже. И это тоже все очень мило. Расстаемся с Гребенщиковым, а я расстаюсь с вами. Счастливо.